На дворе IX век. Старая лаборатория в горах Китая. Вокруг стоят глиняные кувшины и странные приборы. Время тишины и древних тайн. Алхимики в длинных одеждах склонились над столом. В воздухе висит резкий запах серы. Ученые мечтают о вечной жизни для императора. Один мастер берет кусок желтой серы. Другой сыпет белую селитру в глубокую чашу. Третьим идет обычный уголь из печи. Они растирают камни в мелкую черную пыль. Мастера долго мешают порошки деревянными ложками. Вдруг происходит нечто страшное. Случайная искра из печи падает прямо в чашу. Раздается оглушительный хлопок. Стол исчезает в ярком пламени и дыму. Ученые отлетают к стене, закрывая обожженные лица. Они дрожат от страха перед своей находкой. В своих свитках они делают важную запись. «Это вещество – огненное лекарство», – пишут они. Добрый день, дамы и господа. Рад видеть вас на моем канале. Для тех, кто здесь впервые, пару слов о проекте. Здесь мы вместе изучаем русский язык. Эту историю я подготовил специально под уровень А2. Это поможет вам лучше понимать русскую речь. Вы научитесь быстрее читать, понимать и правильно говорить. Слушайте внимательно и следите за сюжетом. Желаю вам приятного и полезного просмотра. Поехали. Военные генералы быстро прознали о громком чуде. Им не нужно было бессмертие. Им была нужна победа любой ценой. Они начали забирать горшки с порохом себе. Сначала порох просто пугал врагов на поле. Его набивали в сухие трубки бамбука. Воины бросали эти трубки в костер. Раздавался треск, похожий на удары грома. Вражеские кони сходили с ума от страха. Они сбрасывали всадников и бежали прочь. Солдаты шептали, что за генералов воюют демоны. Психология стала главным козырем в первых битвах. Порох был магией, которую нельзя потрогать. Потом пришло время огненных стрел. К наконечнику привязывали мешочек с черной пылью. Солдат поджигал фитиль и пускал стрелу. В ночном небе расцветали хвостатые кометы. Они падали на соломенные крыши врага. Города вспыхивали за считанные минуты. Китайцы начали строить огненные копья. Это были трубы, которые плевались камнями. Бамбук часто взрывался прямо в руках. Но это никого не останавливало. Монгольские ханы захватили Китай и нашли порох. Они повезли его в кожаных сумках на запад. Так рецепт попал к арабским мудрецам. Арабы были настоящими фанатами точной науки. Они не любили грязь в своих смесях. Ученый Хасан аль-Раммах решил очистить состав. Он часами мыл селитру в чанах. Он убирал из нее весь лишний песок. После сушки селитра сверкала, как алмаз. Его порох стал в 2 раза сильнее китайского. Арабы начали отливать первые пушки из бронзы. Это были короткие трубы, похожие на вазы. Они стреляли тяжелыми камнями по воротам крепостей. Грохот арабских пушек достиг берегов Европы. Европейские монахи начали шептаться о дьявольской пыли. Роджер Бэкон первым записал секрет пороха в Англии. Он спрятал формулу в тайном коде. Бэкон боялся, что порох разрушит всю цивилизацию. В те годы порох был похож на муку или сажу. У этой пыли была одна беда. В дороге она всегда разделялась на части. Тяжелая сера оседала на самое дно бочки. Легкий уголь поднимался к крышке. Солдату приходилось мешать порох перед каждым боем. Это было долго, неудобно и очень опасно. Одна искра от лопатки, и пушкарь погибал. К тому же пыль мгновенно впитывала воду. В туманный день порох становился бесполезным. Но в XV веке мастера нашли выход. Они решили делать из пыли тесто. В смесь добавляли воду или крепкое вино. Полученную грязь протирали через кухонные сито. Получались маленькие твердые зерна черного цвета. Это была настоящая революция в военном деле. Зернистый порох не боялся тряски в телегах. Между зернами всегда оставался свободный воздух.
Огонь пролетал сквозь заряд за доли секунды. Взрыв стал резким, как удар тяжелого молота. Теперь ядра летели намного дальше и точнее. Тяжелые рыцарские доспехи стали просто грудой железа. Пуля мушкета пробивала сталь, как тонкую бумагу. Замки с высокими стенами превратились в мишени. Самый громкий удар нанес султан Мехмед II. Это случилось под стенами Великого Константинополя. Город стоял 1000 лет и не сдавался. Султан привез с собой мастера по имени Урбан. Тот обещал отлить пушку небывалой силы. Но как вести такого монстра по грязи? Мехмед принял дерзкое и смелое решение. Он приказал строить литейный цех в поле. Прямо под носом у врага вырыли ямы. Мастера плавили бронзу в огромных печах. Дым от производства застилал небо над городом. Пушки рождались прямо в военном лагере. Самая большая пушка получила имя «Базилика». Ее ядра весили 500 килограммов каждая. Первый выстрел выбил окна во всем городе. Стены начали рассыпаться на куски гранита. Через 2 месяца великая столица Византии пала. Порох официально закончил эпоху старых королей. Теперь селитру искали по всей Европе. Она стала ценнее золота и редких специй. Появились специальные люди, ходили по хлевам и старым подвалам. Они выкапывали землю, пропитанную отходами животных. Из этой вонючей грязи вываривали чистую силу. Крестьяне ненавидели этих людей за грубость. Но короли платили им огромные деньги. Без пороха ты был легкой добычей. Мастера церковных колоколов начали отливать пушки. Стволы часто разрывались от плохого металла. Канониры стали самыми смелыми людьми на войне. Каждая перезарядка была риском для жизни. Профессия артиллериста стала уважаемой и очень сложной. На море порох правил еще более жестоко. Огромные галеоны несли десятки пушек на борту. Порох хранили в самом низу корабля. Это место называли крюит-камерой. Там всегда была полная тьма и сырость. Люди входили туда только босиком. Один гвоздь в сапоге мог убить всех. Стены камеры обивали мягким свинцом или тканью. Матросы жили на пороховой бочке. В буквальном смысле. Порох сделал мир намного опаснее. Он помог открыть новые земли за океаном, но он же принес туда огонь и смерть. Черный порох правил миром почти 600 лет. Он строил города и разрушал древние стены. Но у него был один большой недостаток. При взрыве порох превращался в густое облако. Это был едкий, белый и очень плотный дым. После первого залпа пушек не видно ничего. Все вокруг затянуто белой пеленой. Солдаты кашляют и теряют своих командиров. Они стреляют просто в сторону шума и криков. Это было похоже на драку в темной комнате. К тому же порох оставлял жуткую грязь. Стволы ружей забивались черным липким нагаром. После 10 выстрелов мушкет мог просто заклинить. Ученые XIX века хотели решить эту проблему. Химия в те годы стала очень модной наукой. Люди начали изучать не магию, а невидимые молекулы. В 1846 году в Швейцарии жил Кристиан Шонбейн. Он был профессором и очень любил проводить опыты. Однажды он работал на своей домашней кухне. Ученый случайно разбил колбу с очень едкой кислотой. Жидкость мгновенно растеклась по чистому столу. Под рукой у профессора оказался только фартук жены. Этот фартук был сшит из простого белого хлопка. Шонбейн быстро вытер лужу этой тканью. Затем он решил просушить мокрый фартук у печки. Он повесил его на веревку над огнем. Через минуту произошло нечто совершенно невероятное. Хлопок не загорелся медленно, как обычная тряпка. Фартук вспыхнул ослепительно ярко и мгновенно исчез. На месте ткани не осталось даже маленького кусочка. Не было пепла, не было копоти, не было дыма. Шонбейн стоял и смотрел на пустое место. Он понял, что нашел новую форму силы.
Обычная вата превратилась в невидимое и мощное топливо. Это вещество назвали гремучей ватой или пироксилином. Новость об этом открытии разлетелась по всей Европе. Генералы сразу захотели заменить старый порох этой ватой. Но пироксилин оказался очень злым и коварным другом. Он не любил жару и не любил удары. Заводы по его производству взрывались один за другим. В Англии один такой взрыв уничтожил целый город. Люди решили, что эта сила слишком опасна. Пироксилин запретили использовать во многих странах на годы. Но наука никогда не стоит на месте долго. Ученые продолжали искать способ усмирить этот буйный огонь. В это же время в Италии работал Асканио Сабрера. Он изучал сладкую жидкость под названием глицерин. Он смешал ее с кислотами и получил масло. Это масло мы знаем как нитроглицерин. Сабрера попробовал одну каплю своего изобретения на вкус. У него сразу началась жуткая головная боль. Но самое страшное было в силе этого масла. Оно взрывалось от малейшего шороха или толчка. Сабрера был честным и очень добрым человеком. Он испугался своего открытия до глубины души. Ученый считал, что создал монстра для убийства людей. Он перестал проводить опыты и ушел в тень. Но его записи попали в руки семьи Нобелей. Альфред Нобель был молодым и очень азартным инженером. Он верил, что взрыв может быть полезным. Он хотел строить дороги и большие каналы. Семья Нобелей открыла фабрику по производству этого масла. Но вскоре случилась ужасная трагедия. На фабрике произошел взрыв огромной силы. Погибло много людей, включая младшего брата Альфреда. Власти запретили Нобелю работать на суше. Тогда он перенес свою лабораторию на баржу. Баржа стояла посреди озера далеко от жилых домов. Альфред работал там каждый день, рискуя своей жизнью. Он искал способ сделать масло послушным и тихим, и однажды удача улыбнулась смелому изобретателю. Он заметил, что масло хорошо впитывается в землю. Нобель смешал нитроглицерин с мягким пористым песком. Получилось нечто похожее на тесто или мягкий пластилин. Это вещество можно было спокойно брать в руки. Его можно было даже бросать в огонь. Оно взрывалось только от специального маленького детонатора. Так на свет появился знаменитый на весь мир динамит. Альфред Нобель стал невероятно богатым и влиятельным человеком. Его динамит помог пробить тоннели сквозь Альпы. Люди начали строить Панамский канал с его помощью. Шахтеры стали добывать уголь в 10 раз быстрее. Но Нобель всегда страдал от своего успеха. Он видел, как его изобретения используют на войне. В конце жизни он отдал свои деньги на премию мира. Однако динамит все еще был слишком мощным. Им нельзя было стрелять из ружья или пушки. Он просто разрывал ствол оружия на куски. Нужен был состав, который горит плавно и долго. В 1884 году француз Поль Вьель нашел решение. Он смешал пироксилин со спиртом до состояния пасты. Эту пасту он раскатал в очень тонкие листы. Листы высушили и нарезали на мелкие черные квадраты. Это был первый в истории настоящий бездымный порох. Он был в 3 раза сильнее старого черного состава. Но самое главное, дым почти совсем исчез. Теперь солдат мог стрелять и оставаться невидимым. Это открытие полностью изменило правила любой войны. Армии мира сразу отказались от ярких мундиров. Красные и синие куртки стали слишком заметными целями. Солдаты переоделись в серый и зеленый камуфляж. Винтовки стали стрелять намного дальше и точнее. Появились первые пулеметы, которые выпускали сотни пуль. Бездымный порох не оставлял нагара внутри ствола. Оружие могло работать часами без долгой чистки. Война стала более скрытной, холодной и страшной. Но порох продолжал служить и в мирных делах. Он стал топливом для первых космических ракет.
Старые идеи китайцев помогли людям достичь звезд. Сегодня мы видим порох почти каждый день. Он прячется в подушках безопасности наших машин. Там находится крошечный заряд для спасения жизни. Когда случается авария, порох надувает подушку мгновенно. Это спасает тысячи людей на дорогах планеты. Порох помогает строить плотины и огромные мосты. Мы все так же любим красивые праздничные фейерверки. История этой черной пыли учит нас ответственности. Сила сама по себе не бывает доброй или злой. Она зависит только от того, кто ее использует. Человек прошел путь от алхимии до космоса. Мы научились управлять огнем и невидимыми газами. Порох стал важным мотором для всего прогресса. Он заставил нас учить физику, химию и математику. Теперь эта древняя сила помогает нам строить будущее. Пусть она всегда служит только светлым целям человека. Спасибо, что досмотрели до конца. До новых встреч!